Привет! Привет, друзья! Когда говоришь про Вену, столицу Австрии, всегда на ум приходит венский вальс Венский штрюдель. и, конечно же, венский шницель. И когда мы были в Вене 15 лет назад, Да, я представляю. мы по совету нашей племянницы Сабины посетили ресторан Фигель-Мюллер, который славится своими венскими шницелями. Это настоящий и лучший венский шницель в мире, как они, во всяком случае, заявляют. Но мы действительно попробовали в разных ресторанах, и, пожалуй, он самый вкусный. Согласны, да. А этому ресторану, по-моему, в этом году 120 лет исполнилось. 120 лет. Это 120 лет они готовят венские шницели. Там практически больше ничего не подают. У нас такого опыта нет. Вот. Но мы, тем не менее, попробуем повторить. Мы попробуем повторить, поскольку изучили этот вопрос, поняли, из какой части телятины делается этот шницель. И это самое главное, кстати, момент, что это делается из специальной части агуска теленка, и наш знакомый мясник Хосе специально для нас вырезал эту часть телятины, которая подходит для венского шницеля, но при этом сказал, что это будет лучший шницель в мире, потому что это лучшая телятина в мире, сертифицированная телятина из Галисии. Ну что, попробуем? Поехали! Сначала нам надо нарезать мясо. И делается это таким образом. Один надрез мы делаем не до конца. Вот примерно вот так. А второй мы делаем до конца, отрезая кусок и превращая наше мясо вот в такую вот бабочку. Вот так. Таким же образом режем второй кусок. Первый надрез толщиной в сантиметр делаем не до конца, а второй надрез делаем до конца. Отрезаем нашу вторую бабочку. Вот эти наши заготовки для шницеля. Мясо мы нарезали, теперь его надо отбить. Поэтому помогай активно. Отдай мне пленочку и молоточек. Кладем мясо на досочку. Так. 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 И начинаем отбивать. Отбиваем вот не этой стороной, где есть пупырышки, а гладкой стороной. Ну, так рекомендуют специалисты. Я постучу. Да, сейчас, подождите, я сейчас вам тоже дам поучаствовать. Мясо надо отбивать максимально тонко, но при этом стараться не разорвать волокна. На, инструкции я тебе дала. Сейчас мы его перевернем. И да еще целлофанчик, пленочку, да. Так, отрезай. Так очень удобно. Мы упакуем наш кусочек. Так его и оставим. Так его и оставим. Так же сделаем со вторым. На, теперь твоя очередь. Так. Игра в 4 руки. Видите, друзья, уже насколько мы отбили, можно так вот поднимать и смотреть, насколько кусок стал прозрачным. И где у нас еще есть толстые куски, которые нам надо доотбить. Это прямо ювелирная работа. Все. Смотрите, друзья. Вот у нас какой получился кусок. А вот он какой был изначально. Видите, какая разница? Он практически в 1,5 раза увеличился. Ну, конечно, у нас куски намного меньше, чем
Да. в Фигельмюллере, потому что у них огромные сковородки для зажаривания этого У мяса. нас Но таких их производственных мощностей емкостей нет. нет. Мы обойдемся маленькими кусочками, но должны получиться все равно вкусные. Будем надеяться. Все, мясо мы подготовили. Первый кусок подготовили, по такому же варианту мы готовим второй кусок. И делаем следующий шаг. Переходим ко второму этапу. И тут нам надо подготовить все для панировки. Сухари, яйца, муку. И это еще одна особенность ресторана Фигельмюллер, что они не используют готовые панировочные сухари, а готовят их сами из сухого хлеба. Мы хлеб подержали некоторое время, довольно долго. Сделали его Хорошо. черствым, чтобы из него сделать панировочные сухари. Хорошо мы его засушили. Пробуй. Сейчас все помолится. Крой. Давай, крути. Так, теперь остальные составляющие панировки. Сухари мы намололи. Теперь мы будем готовить все остальные части панировки. Так, Мука. мука. Первая. Яйца. А я пока займусь сухарями. Не жалеем. Яиц. Ну, из того, что останется, сделаем яичницу. Очень вкусно. Так. Все готово. Яйца надо нам взбить. Все готово. Так, Шеф. приступаем к следующему этапу. Надо разогреть масло. Так. Подвинься. Двигаюсь. Оба-на. Плиточка. Сковородочка. Зажигай. Так, ну что, масло? Масло. Масло наливаем много. Масло тоже не жалеем. Чтобы шницель утонул в масле. Примерно половина нашей сковородки. Ждем, Ждем, когда оно... нагреется до Когда температуры 180 примерно градусов. 180 градусов. Так, проверяем. Масло уже практически Готово? готово. Все, можно начинать. Достаем из пленочки. Так, я огонек умеешь совсем? Сначала Масло. надо мясо посолить, поперчить с двух сторон. Что мы и делаем. Солим, перчим, переворачиваем. Так вот соль, перец втираем. Ну и начинаем уже весь процесс панировки. Сперва мука. Все, пошла закладка. Оп, осторожно. Я уже подготовил тарелочку с салфеткой. Все, шницель готов.
На гарнир в венском ресторане обычно подают теплый салат из вареного картофеля с луком. Но мы больше любим молодой жареный картофель, так что его мы и приготовим. Выложим картофель на листики салата, присыпем зеленым нарезанным лучком и по традиции украсим наш венский шницель долькой лимона. Приятного аппетита! Ну что, настало время попробовать наш венский шницель. Отрежьте, пожалуйста, Отрежу кусочек. тебе кусочек, а ты попробуй. Ну-ка, и картошечкой закусить. Хрустящая корочка. Подождите с картошечкой. Как бы Фигельмюллер нас оценил? Ну, 120 лет опыта у нас нет, но получилось тоже неплохо. Но сноровка какая-то есть. Ну-ка. Картошечка. Что лучше в этом блюде? Ну, Я нет, шучу, на самом деле. неправда. Очень хорошая хрустящая Шницель корочка. получился замечательный. Мягкое мясо, нежное. Ну, все как должно быть. И самое главное, также по этой технологии можно готовить шницели из курицы, из индейки, из любого мяса, которое вы любите. Так что пробуйте. Наверное. Дерзайте! Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, делитесь своими рецептами, задавайте вопросы. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. Угощайте своих любимых потрясающе вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!